Храп– это акустический феномен, возникающий во сне у человека за счет вибрации тканей мягкого неба, ну и, соответственно, это сопровождается определенными звуками, которые именуются храпом. Опасность храпа для здоровья заключается в первую очередь в возникновении явления, называемого синдромом обструктивного апноэ. То есть это остановка дыхания во сне. Она может быть умеренно выражена, а может быть и достаточно существенно выражена. К сожалению, примерно в зависимости от разных статистик разных стран, от 6 до 10% случаев, если эта ситуация длительно присутствует, то синдром обструктивного апноэ сна может заканчиваться летальным исходом за счет длительной остановки дыхания. Также от 35 до 40-45% людей, страдающих храпом, к сожалению, с возрастом приобретают склонность к повышенному артериальному давлению, ну и, соответственно, увеличение риска инфарктов, инсультов на фоне этой проблемы. Причины появления храпа разнообразны, и их достаточно много. То есть это и лишний вес. Почему лишний вес? Потому что то, что снаружи организма, то и внутри. То есть он ведет к склонности к отеку, застою в тканях неба, в тканях носа, к снижению тонуса мягкого неба. Также играет роль отдельно жировая клетчатка в клетчаточных пространствах шеи, жировая клетчатка под диафрагмой. То есть лишний вес – это один из первичных факторов, очень способствующих появлению храпа. Также помимо избыточного веса это очень влияет частое употребление веществ, дающих временное, а затем уже как бы и более постоянное расслабление мышц, гладкой мускулатуры мягкого неба. То есть это что? Это употребление алкоголя, это употребление снотворных препаратов, антидепрессантов, миорелаксантов и еще некоторых видов препаратов. Они изначально дают как бы временный эффект, но если это длится достаточно долгое время, то все эти вещества могут дать постоянную атонию, расслабление мягкого неба и, соответственно, возникновение храпа. Кроме этого, одной из существенных причин храпа является нарушение анатомии носа и носоглотки. То есть это что? Это искривление перегородки носа, это полипы носа, это гипертрофические риниты. Помимо этого есть и другие причины. То есть есть, например, пациенты молодые, спортивные, худощавые, активные, но при этом получившие, скажем так, в наследство определенную форму и конфигурацию мягкого неба, которая, собственно говоря, также может давать склонность к храпу. Что касается храпа, допустим, в детском возрасте, это также зачастую присутствует такая причина, как увеличение аденоидных вегетаций, небных миндалин. У взрослых это как бы немножко более редкая причина, но она также может давать склонность к храпу. Что касается других моментов, это новообразование носоглотки, это нарушение прикуса, которое формируется, собственно говоря, еще с детского возраста. Ну и помимо этого есть много других, более мелких уже, скажем так, причин. Основные, вот, собственно, те, которые были перечислены. Суть РВЧД лечения храпа заключается в воздействии хирургической радиоволны, или как по-другому еще именуют ультразвука, на ткани мягкого неба. То есть методом РВЧД мы лечим именно так называемый небный храп, когда имеется нарушение конфигурации мягкого неба, снижение тонуса мягкого неба, увеличение, то есть гипертрофия язычка мягкого неба и так далее. Метод этот относится к так называемым режуще-палящим методикам. То есть что мы можем делать методом РВЧД в случае храпа? Мы можем укорачивать язычок мягкого неба, мы можем корректировать форму и тонус небных дужек, если они атоничны, провисают или избыточно их объем, то есть гипертрофия присутствует. Также, кроме этого, делаются точечные вколы, насадка РВЧД в такой форме иголочки, которая дает в итоге
в ткани мягкого неба появление тоненьких рубцов, которые как каркас поднимают, поддерживают свод мягкого неба, и, соответственно, он теряет склонность к расслаблению, опусканию во сне, и таким образом человек может избавиться от храпа в итоге. Сам процесс длится с момента обезболивания в среднем 20-30 минут, то есть, собственно, сама работа на небе радиоволновым методом. Это не больно по одной простой причине. При использовании таких методик, то есть инструментального воздействия на мягкое небо, мы всегда пользуемся обезболиванием. То есть предварительно наносится сначала на небо обезболивающий спрей, затем делается обезболивающий укол в ткань мягкого неба, и только после этого мы уже работаем радиоволновым методом. То есть этот процесс не болезненный, поскольку делается достаточная анестезия. Эффект РВЧД лечения в плане храпа, он имеет достаточно высокую процентную результативность, то есть как минимум храп существенно уменьшается. У большого процента пациентов, то есть это более 70%, храп исчезает полностью. Поэтому, учитывая, скажем так, соотношение с некоторыми другими методами, этот метод считается достаточно результативным. Единственный момент очень важен: если есть другие причины храпа, помимо нарушения формы, тонуса, состояния мягкого неба, то есть если пациент параллельно имеет, скажем так, искривление перегородки носа, полипы в носу и так далее, то, естественно, какой-то процент храпа может сохраняться. И в этом случае, конечно, желательно корректировать и другие возможные причины храпа. После процедуры требуются определенные режимы диета, то есть домашний режим и постельный не обязательны. Многие наши пациенты идут, если у них работа так называемого офисного типа, то есть в комфортных условиях, многие на следующий день или через сутки идут уже на работу. Но определенные режимы диеты обязательны. То есть это что? Это в течение от недели до 10 дней желательно избегать каких-либо стрессовых состояний для организма. То есть исключить тяжелые физические тренировки, сильные перемерзания, перегревания, исключить какие-то чрезмерные тяжелые физические нагрузки, по возможности избегать смены климатической зоны резкой, авиаперелетов, посещений бань, саун, бассейнов, то есть, собственно говоря, всего, что дает какую-то стрессовую нагрузку на организм. Спокойный, обычный режим, спокойный ритм жизни – это, собственно говоря, то, что вполне как бы показано при таком состоянии. Стационарный режим не требуется, постельный режим не требуется. Что касается диеты, диета так называемая нераздражающая. То есть она заключается в том, что пациент должен также в период где-то от 7 до 10 дней по возможности избегать любых механически, температурно и химически раздражающих глотку продуктов. То есть это газированные напитки, это очень горячие, очень холодные блюда, это крепкий алкоголь, это специи, уксусы, кислоты, различные соусы, приправы и блюда с острыми царапающими, травмирующими частичками, такие как чипсы, орешки, семечки, сухари и так далее. В некоторых случаях, ну скажем так, во всех случаях нужна определенная подготовка. Она заключается в чем, собственно говоря? Подготовка направлена на максимальный комфорт во время процедуры для пациента, то есть это что? Это минимизация рвотного рефлекса. Поэтому рекомендуется 2-3 часа до процедуры не есть, примерно за час уже и не употреблять много жидкости. Кроме этого, если пациент проконсультирован заранее и мы знаем, что у него достаточно сильный рвотный рефлекс, то для уменьшения рвотного рефлекса назначаются соответствующие противорвотные препараты. Собственно говоря, эти рекомендации мы даем на консультации. Больше какой-то более интенсивной подготовки не требуется.